Всем привет, рада видеть тебя на моем канале, меня зовут Настя, и сегодня я хочу поговорить про тренды 2025 года. Сейчас весна, как раз время покупать что-то новое к лету, к осени, и вообще хочу поговорить про тренды какие-то, которые можно внедрить в свою жизнь, которые будут актуальны, знаете, к вашей базе. Небольшой такой дисклеймер, это не то, что я навязываю вам какие-то тренды, которые обязательно нужно купить. Нужно покупать всегда базу и тренды внедрять небольшими кусочками, чтобы это не было сильно крипово, вот, но внедрять, чтобы вы были всегда на волне, всегда были в такой модной индустрии своим, вот, и, конечно же, тренды это всегда, что вы можете что-то новое попробовать для себя, найти какие-то новые цветовые разрешения, какие-то формы, текстуры, новые какие-то виды одежды, которые вы раньше не видели или не пробовали, и всегда мода это что-то новое, что-то, к чему нужно стремиться, вот, и улучшать себя. Поэтому мы сегодня поговорим про тренды, которые будут в этом году. И не бросайте в меня тапки, буду показывать все, что нашла, с картинками. И погнали! Сегодня мой помощник это планшет, решила вам все записать, чтобы не пропустить важное и чтобы все было систематизировано, быстро и ярко. Главный тренд года это ты как личность, насколько ты интересен людям, насколько ты яркий, насколько ты креативный и вообще рассматривать людей со стороны как личного бренда, вот это самый главный тренд. Также один из трендов это осознанное потребление, потребление в одежде, потребление вообще в все, что нас окружает, это тоже очень важно. И также это главное стремление к стилю, который подчеркивает вашу индивидуальность. Насколько вы интересны, насколько, может, какие-то небольшие мелочи, которые именно будут вас дополнять. Начнем с цветовой палитры. Главный цвет этого года по версии Pantone это Mocha Mouse. Это такой нежно-коричневый цвет, такой капучино, коричневый. Вообще все оттенки коричневого будут прямо на пике. Я сейчас сижу в коричневых штанах, вот, поэтому все оттенки коричневого будут в этом году популярны. Также один из главных трендов это вообще года, это все цвета пастельных тонов. Самый, конечно, главный цвет, вы, наверное, уже знаете, это лимонный и нежно-розовый, но вообще голубой. И все оттенки, знаете, таких пастельной палитры будут просто на пике популярности. Пудровый, нежный розовый цвет, пастельные любые оттенки, фисташковый, сливочно-желтый. Очень много сейчас сочетаний, особенно в ТикТоке вырусится. Вот. И также один из оттенков горчичного цвета, что тоже необычно, не всем он подходит, но можно, знаете, верх то, что оттенки, которые вам подходят, и низы, например, какой-то такой горчичный цвет. Я видела много кожаных юбок горчичного цвета, пиджаки, вот вся такая вот стилистика горчичная. Можно даже иногда маникюрчик сделать себе такого цвета, он будет тоже сейчас актуален. Также уже потихоньку спадает популярность на красный цвет, но сейчас будет популярный Rom Reason, я не знаю, как читается, если честно, но это вишневый, красно-вишневый, может быть какие-то оттенки алого красного цвета, и вот все оттенки, не знаете, не такой стандартный красный, а какие-то оттенки, подоттенки. Если даже выбирать пастельные цвета, там есть такой между розовым, оранжевым и красным, такой оттенок красного пастельного цвета, тоже можно рассмотреть. Вообще, я так посмотрела большое количество разных видео на эту тематику. Я готовилась к этому видео очень долго и видела очень много картинок, разных образов подобранных, где пастельные цвета сочетаются розовый, голубой, желтый и просто, знаете, такая немножко салат из разных пастельных оттенков. И вот в этом году такое будет. Особенно, когда это необычные формы одежды, необычные цвета, трендовые стили. Я сочетала это между какими-то популярными, которые я видела в видео, даже какие-то статьи, и также Pinterest публикация в начале года, которые они рассказывали главные тренды этого года. Бохо-стиль — это рюши, это расслабленный романтичный образ, который сочетается с казаками, какая-то, может, мини-длина платья, юбки с большими объемными массивными сапогами, казаками. Казаки — это вообще главный акцент этого стиля. Также сейчас проходит Coachella, это именно вот эта эстетика,
И немножко даже можно сюда затронуть тамблер эстетику. Вы помните, я недавно вспомнила от этой соцсети, и вот именно эта эстетика подходит к бохо-стилю. И также одна из разновидностей — это мото-бохо. Это тоже тот же бохо, только добавляем какие-то кожаные акценты, например, кожаную куртку-косуху, такую байкерскую. Это может быть грубые ботинки, уже не казаки, а именно как из прошлого года, с такими затяжками металлическими, вот, заклепками. Это эклектика стиля, когда платья романтические образы, часто белого, такого карамельного цвета, розового даже иногда бывает, соединяется с кожей, с грубым каким-то низом и очень красиво выглядит на сочетании разных таких эстетик. Один из любимых моих стилей — это, конечно же, классический. Я обожаю классический стиль, и раньше это был больше оверсайз. Сейчас мы, девочки, приходим к более таким приталенным силуэтам. Это какие-то костюмы, не обязательно, чтобы они были в, знаете, тотал какого-то цвета, но главное, чтобы они были приталенные. Акцент на такой силуэт, более женский силуэт. Иногда делают специально массивные плечи, чтобы гипертрофировать талию. Также вторая сторона этого стиля — это, наоборот, показать свою мужественность, где вы одеваете не то, что оверсайз пиджаки, но пиджаки по размеру может на один больше, и добавляете какие-то специально мужские аксессуары типа галстуков. У меня один из таких образов, где я галстук повесила вместо ремня, и очень интересно получилось. Также используются какие-то грубые такие, знаете, очки, как из «Дьявол носит Прада», такие, знаете, показывают, что вы тут главное, вы тут босс, и вот именно отстаивание своих границ каких-то, вот это вторая сторона классического стиля. То есть на одной стороне женственность, на второй более, знаете, такой boss girl. Одно из новых направлений — это castle core. Вот, я его часто вижу в каких-то сейчас фотосессиях. Это такое средневековье небольшое. Вот в фотосессиях очень классный стиль. В жизни я вижу это как какие-то такие юбки на запах, длинные миди, либо макси с небольшими такими рюшами в коричневом цвете, в каком-то бордовом, знаете. Это возвращение готики. Это часто в повседневных образах может показываться в украшениях, которые вы добавляете в свой образ. Это акцент на кольчуге. Я видела фотосессии, когда одевали кольчугу на голову, и очень красивые фотографии были для бренда. В жизни это может быть какие-то украшения на шею, это могут быть сумки акцентные, пояса, также какие-то сережки в таком, знаете, castle core виде. Я сюда добавлю фотографии, что я имею в виду. И один из вариантов castle core — это, конечно же, корсеты. Корсеты не такие мимишные, а больше вот в виде средневековья. Кстати, зеленый цвет преобладает в этой эстетике, такой грязно-болотистый зеленый цвет. Castle core — еще один из элементов — это именно принт металлические элементы, макияж в таких серых оттенках, разные такие серебряные вставки на обуви. Вот именно вот это сопровождает этот стиль. Doll It Up — это именно кукольный стиль, гипертрофированный, яркие цвета, кстати, часто очень пастельные или наоборот яркие, но они должны быть цветные, должны быть насыщенные, должны быть интересные, и всегда это какая-то смена разных цветов, соединения. Ярким представителем этого стиля являются юбки-баллоны, мини длиной, какие-то яркие кардиганы вязаные, большие топы бывают, прям пышные, подкладки на юбках, кстати, очень-очень-очень популярно. И также заколки, яркие макияжи, заколки, знаете, прям очень много ярких таких с какими-то штучками, с какими-то вишенками, сережки, украшения такие. Вот это все подходит к этому стилю. Стиль сирен — это морская тематика, нежные детали. Для фотосессии это, конечно же, влажные локоны. Для жизни это темный макияж, маникюр, кстати, сейчас очень сильно завирусился такой в стиле сирен, когда
иногда добавляют такие специальные детали морские, бывает в тирку делают, ракушки всякие, вот очень-очень популярно. Также одежда с принтами разводов каких-то, бывает болотных цветов, синих, голубых цветов, вот. Но вот очень часто вижу эту эстетику именно в макияже, в маникюре сейчас. Стиль рококо сейчас очень часто используют в фотосессиях. Это юбки миди, макси длины, женственные образы, нежные, голубой, розовый, нежный такой лимонный, белый, какой-то цвет слоновой кости. Вот это все оттенки этих образов. Часто преобладают какие-то корсеты. Вот в фотосессиях очень много образов я нашла, и вам покажу картинки. Также это рюши какие-то на юбках, на топах, утонченные вообще образы, когда есть немного украшений, они не должны быть яркие, они просто должны немножко дополнять образ, а весь акцент идет именно на рюшах, на объемных, пышных и в то же время элегантных деталях. Эко-стиль сейчас правильное потребление, разумное потребление. Это натуральные ткани, как лен, хлопок. Также это внимание к экологии, то есть меньше вещей, но это как какой-то такой базовый гардероб, где все сочетается. Я часто не знаю почему, у меня ассоциация эко-стиль с оранжевым таким морковным цветом, болотистым зеленым цветом. Вот. И это часто штаны льняные, какие-то льняные вещи. Я не очень люблю льняные вещи, потому что за ними очень сложно ухаживать, но кто любит, может внедрить именно какие-то виды одежды в свой гардероб. Следующая тема нашего обговора — это, конечно же, ткани, кружево. Кружево есть во всех эстетиках этого года. Оно используется и будет использоваться просто везде, на всех юбках, топах. Вы его увидите прям везде. Прозрачные ткани. Я не сильно уделяла этому значения, но вот в эстетике сирен есть прозрачные ткани, прозрачные боди, прозрачные вставки. Также это застрелы деним. Луки из денима в этом году будут просто на пике. Костюмы, может даже какие-то комбинезоны из денима, такого застарелого, синего, темного. И сейчас в манго, кстати, очень много джинс такого темного синего цвета. Я вообще люблю джинс такого цвета, особенно на высокой посадке. Мне почему-то вспоминается вырезки из журнала 90-х, когда был застарелый деним и именно такой темный деним с яркими строчками. Замша, сумки замшевые, все уже, наверное, накупили. Вот, замша в зеленом цвете, вообще в разных цветах, очень будет в этом году актуально. И еще, если рассмотреть на лето, то это может быть какие-то босоножки замшевые. Раньше были очень популярны с тупым носком замшевые босоножки. Вот один из вариантов, что можно присмотреть на лето. Также вельветовые штаны к нам пришли опять, вот, вельветовые бывают жилетки, вельветовые вообще вставки. Я не очень люблю вельвет, потому что он визуально увеличивает тебя, но если тебе нравится и ты очень худая, то это как раз твой тренд. И вообще вельвет выглядит очень винтажно, очень интересно, все время можно рассматривать, и часто вельвет есть в ярких цветах, что в этом году прям очень будет цениться. Шелк. Шелковые юбки нас не покидают, не переживайте. Также платья шелковые, шелковые какие-то детали. Я видела даже ремень такой, знаете, поясок шелковый, очень интересно смотрелся. И также натуральные ткани в эко-стиле, вот лен. Они никуда не уходят, они всегда актуальны, но вот с каждым годом сейчас набирают обороты именно натуральные ткани, особенно летом. Есть очень большое количество людей, которые любят натуральные ткани, поэтому они сейчас будут тоже популярны. Кстати, кружево, я еще видела платки кружевные, которые вяжут поверх пиджака, поверх юбок, поверх штанов, как какой-то элемент многослойности. Можно рассмотреть, знаете, там, я видела в ТикТоке много вариантов, как можно завязать кружевной платок наверх, не только вот так повязать его сбоку, использовать как ремень, использовать наверх на джинсу. То есть очень много интересных вариантов, как можно именно кружевной платок, как элемент, аксессуар использовать. Следующая тематика — это принты. Первое — это принт в горошек. Горошек должен быть, главное, не большой, не средний, а именно мелкий, маленький горошек. Он может быть и разноцветный, и классический черный, но главное, чтобы он был мелкий и доходил до какого-то небольшого размера. Именно все в горошек будет. Я много платьев люблю в горошек, какие-то даже, не знаю, футболки, может быть, в горошек.
Может быть, вот платки, да, вот платки я люблю в горошек, какие-то, может быть, детали, может быть, сумки какие-то, как вариант, я не знаю, но я поищу фотографии больше, чтобы вам показать, как это будет выглядеть. Анималистичный принт, это не леопард, как в прошлом году, не переживайте, это чаще всего принт зебры, записывайте, принт тигриный и коровий. Вот Cowgirl, туда можно положить коровий принт, именно какие-то, знаете, я люблю обувь с коровьим принтом, у меня такой нету, но на фотографиях мне она очень нравится, и сумки с принтом коровы, мне прям, я люблю такое, я не знаю почему, у меня такая любовь, и вообще принты зебры очень необычно, и, кстати, я еще видела очень необычный принт, скажу вам по секрету, это принт олененка Бэмби. Да, вот такой вот, знаете, такой коричневый в точечку белую, вот именно принт Бэмби из мультика. Он будет очень популярен, и в то же время он не будет на каждом углу, поэтому вы можете его внедрить в свой гардероб, и это будет очень такая классная и изысканная деталь вашего образа. Следующая одна из таких разношерстных тематик — это аксессуары и детали. Мы будем говорить, какие вообще детали в образах будут прям на пике, какие можно использовать в одежде, в аксессуарах, в каких-то своих образах. И первое — это, конечно же, такая вещь, это рыбацкий свитер. Сюда я просто внесла рыбацкий свитер, потому что это такой необычный элемент образа. Вы, наверное, может, видели, а может, нет. Такие прям вязаные рыбацкие свитера. Такая эстетика, как вы вышли за рыбой, споймать рыбу, как рыбак. И вот такие вот они должны быть вязаные, они должны быть какой-то рыбацкой тематикой. Тут должны быть нарисованы рыбы, вышиты рыбы и всякое вот такое. Очень необычный аксессуар, но сейчас очень такой прям мейнстрим в ТикТоке, могу сказать. У меня много видео попадается с такими рыбацкими свитерами. Такие немножко они неуклюжие, но в то же время интересные. И такая рыбацкая тематика у нас. Скини-джинсы, многие против этого тренда. Я люблю скини-джинсы, у меня есть 2 пары скини-джинсов. Сейчас они опять входят в наш повседневный быт, особенно скини-джинсы-леггинсы под сапоги. Сейчас очень много я видела образов, но сейчас потихоньку будет опять входить в наш повседневный быт. Юбки плиссе. Я уже увидела у Share 17 такие юбки белые плиссе, и они должны быть, раньше, помните, пару лет назад были юбки плиссе миди из такой плотной ткани, она должна была именно плотной. Сейчас это более такая сатиновая ткань более легкая, летящая. Длина может быть как и мини, как и макси, так и миди, но она должна быть именно летящая, и вот именно эта складка должна быть мягкой, такой летящей, знаете, как вы девушка из каких-то фильмов. Бахрома. Я забыла сказать, что во всех стилистиках и эстетиках бахрома это просто везде. На всех кожаных куртках, на всех каких-то деталях бахрома будет везде, на обуви, на особенно сумках, кстати, с замши и именно с бахромой, прям, мне кажется, это прям комбо. Вот. Также воланы. Воланы, юбки с воланами, это может быть миди юбки, также это могут быть кофты с воланами. Я люблю, когда тут на рукаве воланы есть какие-то такие необычные. У меня, кстати, есть такое платье, может, я его покажу какой-то вставкой. Чулки, носки, гольфы, это именно чтобы был акцент в образе. То есть это может быть какой-то классический образ, какой-то повседневный, но акцент именно на вот таких деталях, типа носков, чулков. Главное иметь красивые ноги, чтобы это все выглядело очень хорошо. Вот. И также они могут, я недавно видела видео, где чулки с рисунком Арлекина, вот такие вот необычные в стиле Гаги, можно сказать. И они должны быть яркие, должны быть акцентные, с принтами, без ажурные, не ажурные. Вот все именно акцент на вот эти носки, чулки, разные гольфы. Резиновые сапоги, которые у Hunter, вот они очень популярные. И также сочетание микрошорты с сапогами и мотокурткой с бахромой. Такой, знаете, байкерский стиль. И он может быть как и в бохо стиль больше уходить, как и в какую-то эклектику, то есть разные сочетания. Если вы снимаете, например, для видео, для фото, будет захватывать взгляд у людей.
А также перчатки как элемент именно аксессуар. Перчатки могут быть прозрачные на лето, весну. И также могут быть кожаные на больше осень и зиму. Я люблю, например, кожаные перчатки коричневые. Очень долго себе хочу купить. Как-то все руки не доходят. А вот на лето и весну классно будут полупрозрачные перчатки. Белые какие-то, голубые, как акцент. Можно как эстетику знать для фото, для видео, как вариант. Также один из видов одежды — это поло, очень будет популярно в этом году. Ну, сапоги, как бы, бахрома, это уже, знаете, лошади не хватает, и не хватает, кстати, поло. Поло в нежных оттенках, в разных базовых оттенках, вот поло будет очень популярно. У меня когда-то, кстати, было розовое поло, нужно будет его в шкафчиках поискать. И мы наконец-то дошли до эстетики массивных украшений. Я обожаю массивные украшения. Вот вы видите, это прям не сильно массивные, но тоже, знаете, имеют вес. Они тяжелые, большие, акцентные. Это могут быть, сейчас входят в популярность такие браслеты. Массивные, именно большие, пластмассовые, железные, какие-то, кстати, детали на руку сюда золотые, металлические, что-то в таком греческом стиле. Также это могут быть как и просто сережки, как и большие кольца, браслеты, разные вставки, и еще акцент именно на волосах, какие-то резинки с большими золотыми элементами, серебряными. Вот именно украшения будут очень популярны, массивные, большие, знаете, чтобы это было частью образа. Люверсы как элемент пирсинга, заклепки как элемент именно в одежде. То есть очень будет популярно джинсы, например, с какими-то заклепками, какие-то джинсовые куртки, кожаные куртки с заклепками, с пирсингом. Вот такой вот тоже такой необычный элемент, который нас не покидал, но сейчас будет набирать обороты в каких-то образах. Вот такие вот тренды в 2025 году ждут нас. От личного стиля к более ярким, индивидуальным, очень необычным и ярким решениям в образах, в стиле и в жизни. Напиши в комментариях, какой тренд ты бы хотел попробовать. Может что-то дополнить в мое видео, может что-то тебе интересно. Очень я читаю каждый комментарий, мне очень-очень интересно ваше мнение. Вот, я хотела создать один ролик, собирала очень большое количество информации и вообще видео посмотрела большое количество, чтобы создать этот ролик, поэтому не забудь подписаться и поставить лайк, это очень-очень важно. И до встречи в новом видео, пока-пока!